Здравствуйте. Сегодня самолеты на банкнотах Кубы. У Кубы две боны с изображениями самолетов, обе относятся к специальному выпуску. Это необычные так называемые конвертируемые песо, которые являлись фактически параллельной валютой в стране, специально предназначенной для туристов и дипломатов, и курс которой был привязан к доллару США. Обе банкноты относятся к одной и той же серии 2006 года, которая имела общее название «Социалистическая история и достижения». Банкноты младшего номинала в 3 песо всего 4 варианта, отличающихся друг от друга годами выпуска и подписями. У банкноты в 20 песо 2 варианта. Отличие только в указанном годе выпуска. Бывает 2006-2008 год. Подпись одна и та же на них. Позиции не очень сложные, но у меня, как видите, старший номинал из обращения. Это нюанс. Показывает то, что есть. Я вообще стараюсь, как, наверное, вы уже поняли, если смотрели мои предыдущие ролики, показывать не картинки из интернета, а именно то, что у меня лежит в альбоме. Итак, на младшем номинале в 3 песо изображено боевое применение. Здесь сходу и не увидишь, но покажу. Здесь изображено боевое применение летательных аппаратов, боевое применение авиации. Это совершенно, на самом деле, отдельная тема таких изображений на банкнотах. Банкнот с такими изображениями, да, боевого использования, боевого применения самолетов не так уж и много. Если бы я проводил классификацию именно авиационных банкнот, я бы отнес ее в одну группу с аналогичными бонами Лаоса и Вьетнама. На самом деле я даже хотел сделать один общий тематический ролик по ним, но потом все-таки решил придерживаться классификации по странам. Итак, банкнота посвящена Кубинской революции. На лицевой стороне у нас памятник Эрнесту Че Геваре, а на обороте банкноты изображен эпизод битвы при Санта-Кларе. Вот здесь вот об этом, собственно, прямо сказано. Это была последняя битва Кубинской революции, когда войска повстанцев под командованием Че Гевары 28 декабря 1958 года начали штурм вот этого важного города Санта-Клара, расположенного в центре страны. Битва продолжалась несколько дней до Нового года, и буквально через 12 часов после взятия повстанцами революционными войсками этого города 1 января 1959 года президент Батиста бежал с Кубы. Таким образом, войска Фиделя Кастро одержали окончательную победу. В ходе битвы правительственные войска использовали против повстанцев в том числе авиацию, и этот момент, как я уже показал, в частности, изображен на этой банкноте. К сожалению, это вот большая проблема, я не нашел какого-то достоверного оригинала вот этого вот изображения, этой картины, не знаю, что это такое было, или фотографии. Могу только предположить, что это изображение является творческой переработкой картинки вот с этой кубинской марки, которая была выпущена к первой годовщине революции в 60-м году. Видите, изображение очень похоже. Но на самом деле это только на первый взгляд. Если приглядеться в детали, да, в персонажей, то видно, что изображение полностью перерисовано. Очень много деталей. Общая концепция похожа, но очень много деталей, которые на банкноте и на марке существенно отличаются. Однако изображения вот самолетов, которые атакуют повстанцев, на банкноте остались практически без изменений. Только на марке, как видно, 3 самолета, а здесь их всего 2. На первый взгляд, по таким изображениям, по вот этим вот маленьким рисуночкам, самолеты не поддаются идентификации, однако, тем не менее, можно попробовать. И для этого, конечно, можно опираться на информацию о типах летательных аппаратов, которые были на вооружении ВВС Кубы на момент революции, а также на воспоминания участников конкретных этих событий, конкретных битв. По некоторым воспоминаниям, в этой битве правительственные военно-воздушные силы использовали против повстанцев 3 типа летательных аппаратов, а именно истребители-бомбардировщики П-47 Thunderbolt, бомбардировщики Б-26, а также, цитирую, впервые несколько британских Hawker Sea Fury. Однако, на самом деле, информация об использовании Sea Fury вообще против революционных войск, ну и в частности в этой битве, не выглядит вполне достоверной, так как я нашел данные, что эти истребители, английские и британские истребители, были закуплены Кубой только в самом конце правления
Батисты в 1958 году и фактически поступили на Кубу в самом конце 1958 года и по некоторым данным против повстанцев вообще не использовались. В общем, получается, что вот схематично изображенный на переднем плане атакующий истребитель — это с очень большой вероятностью Thunderbolt P-47 и с очень маленькой вероятностью британский Hawker Sea Fury. А изображенный на заднем плане буквально вот несколькими штрихами самолетик, который на самом деле так-то можно вообще и не заметить. С учетом его компоновки, с учетом двух двигателей, это и информация о тех типах летательных аппаратов, которые использовались в этой битве, это бомбардировщик Б-26. Как это, повторюсь, ни странно не выглядит, что его можно как-то здесь идентифицировать, эти раз, два, три, четыре, 5 штрихов. Вот так вот получается по этой банкноте, по авиационной составляющей ее. Как всегда, при анализе таких спорных и не очень внятных изображений я добавлю оговорку, что все вышесказанное — это мои предположения, мое личное мнение. И если у кого-то есть другая информация, другое мнение, я буду рад услышать от вас или подтверждение моей версии, или любые другие аргументированные мнения. Давайте перейдем ко второму номиналу, 20 песо. Он интересен прежде всего тем, что это одна из очень немногих банкнот в мире, которая несет на себе изображение советского самолета. И единственное, где однозначно определен не только тип воздушного судна, но и конкретный самолет. Здесь у нас с вами изображен на заднем плане Ил-62М национальной авиакомпании Кубы Cubana de Aviación. К сожалению, самолет изображен не полностью, как видите, да. Он является только частью общего изображения на банкноте, но даже так его можно очень легко идентифицировать и по Т-образному оперению, по двигателям в задней части, да, их здесь видно, характерным в задней части фюзеляжа. И частично даже видна ливрея авиакомпании. Вот здесь вот Кубана, несколько букв видно, больших, очень крупных. То есть, в принципе, самолет идентифицируется, даже если бы не был указан его регистрационный номер. А вы видите, что здесь он на самом деле указан. Так, наверное, лучше всего CUT 1284. То есть, повторю, таким образом, у нас с вами в руках единственная в мире, не побоюсь этого слова, банкнота с изображением конкретного советского самолета. Очень круто. Всего в свое время с 70-х по 2012 годы авиакомпания Cubana эксплуатировала в общей сложности 28 самолетов этого типа, и Ил-62, и Ил-62М. А на этой банкноте изображен вот этот вот самый самолет Ил-62М, выпущенный в 90-м году и переданный авиакомпании на Кубу в 91 году, который эксплуатировался ею по 2012 год. Вот на этих фотографиях самолетов, изображенные на банкноте в более ранней ливреи. Несколько фотографий покажу. А вот здесь в поздней, который соответствует соответствующим тем событиям, которым посвящена, собственно, вся оборотная сторона этой банкноты. А посвящена она так называемой операции Милагро или операции Чудо. О чем здесь, собственно, прямо, да, тоже сказано. Здесь, на самом деле, у каждой банкноты этой серии есть название, да, описание, что на ней изображено. Это программа офтальмологической помощи беднейшим слоям населения стран третьего мира, в первую очередь Латинской Америки, которая осуществлялась совместно правительствами Кубы и Венесуэлы с 2004 года. Собственно, именно поэтому здесь изображены на переднем плане кубинские врачи-офтальмологи. Как любопытный факт можно отметить, что среди нескольких миллионов людей, получивших медицинскую помощь благодаря этой программе Милагро, был и одним из них был бывший сержант боливийской армии Марио Теран, убийца Че Гевары, которому в рамках данной программы кубинцы провели операцию по удалению катаракты и вернули ему зрение. Такие вот
Неожиданные повороты бывают. Спасибо, увидимся.